Урок 1. Приключение в тропическом лесу. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в тропическом лесу? Привет, Джон. Нет, у меня нет. Но мне всегда хотелось посетить одну из них. Звучит так увлекательно. Это было приключение на всю жизнь. Тропический лес полон жизни и красоты. Это потрясающе. Что вы там видели? Я видел разноцветных птиц, таких как попугаи и туканы, свободно летающие на деревьях. Ух ты, должно быть, это было захватывающее зрелище. Так оно и было. Я также встретил обезьян, качающихся с ветки на ветку. Как увлекательно. Вы видели других животных? Да, я заметил ягуара, который тихо выслеживает свою добычу сквозь густую листву. Звучит захватывающе, но и немного страшно. Это немного нервировало, но напомнило мне о невероятной силе природы. Абсолютно. Природа может одновременно внушать трепет и унижать. Это правда. Тропические леса — это хрупкая экосистема, которую мы должны защищать. Я полностью согласен. Мы должны внести свой вклад в сохранение этих ценных мест обитания. Определенно. Тропические леса подобны легким нашей планеты, обеспечивая нас чистым воздухом. Для нас важно повысить осведомленность об их важности. Абсолютно. Нам также следует поучиться у коренных общин, которые на протяжении многих поколений жили в гармонии с тропическими лесами. Их знания и мудрость бесценны для сохранения этих экосистем. Не могу не согласиться с этим. Нам есть чему у них научиться. Тропические леса — это поистине чудеса природы. Они действительно есть. Давайте распространим информацию и вдохновим других ценить и защищать их. Урок 2. Измерение прогресса. Привет, Анна. Как вы думаете, важно измерять прогресс и успех? Привет, Джон. Совершенно верно. Отслеживание прогресса помогает нам сохранять мотивацию и видеть, как далеко мы продвинулись. Я согласен. Это дает нам чувство выполненного долга и помогает ставить новые цели. Определенно. Кроме того, это позволяет нам определить области, в которых мы можем улучшить ситуацию. Это правда. Это помогает нам сосредоточиться и вносить коррективы по ходу дела. Именно так. Мы можем оценить, что работает, а что нужно изменить. Это похоже на дорожную карту нашего личного и профессионального роста. Да, и дело не только в конечном результате, но и в самом путешествии. Абсолютно. Каждый шаг вперед — это успех сам по себе. Думаю, праздновать маленькие победы тоже важно. Это повышает наш боевой дух и мотивирует двигаться вперед. Это все равно, что построить лестницу для достижения наших конечных целей. Хорошо сказано. Все дело в постоянном совершенствовании и обучении. И важно помнить, что прогресс не всегда линейный.
Это правда. Иногда мы сталкиваемся с неудачами, но это часть процесса. Речь идет о том, чтобы прийти в норму и сохранить выносливость. Именно так. Прогресс — это настойчивость и умение не сдаваться. Также полезно иметь систему поддержки, которая поддержит нас. Да, окружение себя положительным влиянием может иметь большое значение. Итак, давайте отправимся в путь, оценим наш прогресс и отметим достигнутые успехи. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим расти и добиваться великих результатов. Урок 3. Терпеливое ожидание. Привет, Анна. Я ждал ответа от службы поддержки клиентов. Привет, Джон. Приятно это слышать. Надеюсь, они скоро вам помогут. Я тоже на это надеюсь. В ожидании их помощи важно набраться терпения. Абсолютно. Иногда им требуется некоторое время, чтобы ответить. Понимаю. Возможно, они имеют дело с большим количеством запросов. Это правда. Они делают все возможное, чтобы помочь всем. Я наберу терпение и буду ждать их помощи. В конце концов, оно того стоит. Терпение играет ключевую роль в обслуживании клиентов. Важно помнить, что они прилагают все усилия для решения наших проблем. Верно. Они готовы помочь нам и свяжутся с нами, как только смогут. Я ценю их усилия. Приятно осознавать, что они этим занимаются. Определенно. А пока могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? На самом деле, у меня есть вопрос по поводу платежной ведомости. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Что бы вы хотели узнать? Я заметил несоответствие в тарифах. Как мне решить эту проблему? Я могу помочь вам связаться с отделом выставления счетов. Это было бы замечательно. Я ценю твою помощь. С удовольствием помогу. Давайте вместе разберемся с этим вопросом. Спасибо. Ваша поддержка очень много значит для меня. Добро пожаловать. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Я благодарна вам за терпение и преданность делу. Моя работа заключается в том, чтобы вы получили положительные впечатления. Мы с этим разберемся. Я рада, что ты на моей стороне. Ваш профессионализм достоин похвалы. Спасибо за добрые слова. Давайте будем работать над решением. Согласовано. Давайте решим этот вопрос и пойдем дальше. Урок 4. Короткая поездка в эти выходные. Эй, я подумываю о короткой поездке в эти выходные. Есть предложение? Привет, Джон. Звучит захватывающе. Как насчет прогулок по близлежащему национальному парку? Отличная идея. Мне нравится бывать на природе. Какой парк вы бы порекомендовали? Что ж,
Если вы хотите отправиться в поход, я советую посетить национальный парк Игл-Пик. Национальный парк Игл-Пик звучит потрясающе. Что я могу там увидеть? Парк известен своими потрясающими видами на горы, живописными тропами и богатой дикой природой. Звучит превосходно. Я обязательно возьму с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту. Отличная идея! Вы можете увидеть оленей, белок и даже некоторые редкие виды птиц. Я с нетерпением жду этого. Вы рекомендуете какие-нибудь конкретные маршруты? С вершины тропы «Орлиное гнездо» открываются захватывающие виды. Это место обязательно нужно посетить. Я обязательно добавлю это в свой маршрут. Есть ли другие предложения? Если у вас есть время, остановитесь в Кристальном озере, чтобы освежиться или поплавать на пикнике. Кристал Лейк звучит как отличное место для отдыха. Я заберу корзину для пикника. Это отличная идея. Не забудьте также взять с собой солнцезащитный крем и спрей от насекомых. Спасибо за напоминание. Я тоже позабочусь о том, чтобы взять с собой все необходимое. Отлично! Просто соблюдайте правила парка и не оставляйте следов. Абсолютно. Я верю в сохранение красоты природы. Я буду ответственным посетителем. Приятно это слышать. Наслаждайтесь отдыхом на выходных и отлично проведите время. Спасибо. Я ценю ваши предложения. Я с нетерпением жду этого. Урок 5. Основы работы в сети. Привет, Анна. Я подумываю о расширении своей профессиональной сети. Какие-нибудь советы? Привет, Джон. Это разумный шаг. Создание профессиональной сети очень важно. Я согласен. Как начать эффективно строить свою сеть? Один из способов – посетить отраслевые мероприятия и конференции, чтобы встретиться с профессионалами-единомышленниками. Звучит как отличная идея. Как мне найти эти события? Вы можете искать отраслевые мероприятия в интернете или присоединиться к профессиональным сетевым группам. Я проведу небольшое исследование и найду мероприятия, соответствующие моим интересам. Спасибо. Добро пожаловать! Другой способ налаживания связей – через социальные сети, такие как LinkedIn. Конечно же, LinkedIn. Я обновлю свой профиль и начну общаться с профессионалами. Это хороший план. Не забудьте персонализировать запросы на подключение. Определенно. Я обязательно расскажу, как мы можем получить взаимную выгоду от общения. Отлично! Не забывайте изучать чужие публикации и делиться ценным контентом. Взаимодействие с другими людьми поможет мне установить значимые связи. Я буду помнить об этом. Еще один совет по налаживанию связей – вступайте в профессиональные организации или отраслевые клубы. Присоединение к таким организациям позволит мне общаться с профессионалами в своей области. Да, у вас будет возможность посещать мероприятия и встречаться с людьми с общими интересами.
Звучит многообещающе. Я рассмотрю возможность вступления в соответствующие организации. Спасибо. Добро пожаловать! Наконец, не стоит недооценивать силу информационных интервью. Информационные интервью. Не могли бы вы рассказать мне о них подробнее? Это когда вы обращаетесь к профессионалам в нужной вам области для информационных бесед. Ах, понятно. Это отличный способ перенять их опыт и расширить свою сеть контактов. Именно так. Люди часто готовы поделиться идеями и советами, если вы относитесь к ним уважительно. Я начну обращаться к профессионалам, которыми восхищаюсь, и запросить информационное интервью. Это отличная идея. Это свидетельствует о вашем проактивном подходе к обучению и налаживанию связей. Спасибо за все эти ценные советы по налаживанию связей. Мне не терпится начать. Урок 6. Изучение Баль. Привет, Анна. Я посетила храм Тана-Лот в обезьяньем лесу Убуда. Это было невероятно. Привет, Джон. Звучит потрясающе. Расскажите мне больше о своем опыте. Храм Тана-Лот — прекрасный морской храм, расположенный на скалистом обнажении. Я об этом слышала. Он знаменит своими потрясающими видами на закат, верно? Абсолютно. Закат захватывал дух, придавая храму золотой оттенок. Звучит волшебно. Вы также исследовали лес обезьян в Убуде. Да, я так и сделала. Лес обезьян — это природный заповедник со священным храмовым комплексом. Наверное, было очень интересно увидеть обезьян вблизи. Так оно и было. Обезьяны озорные, но при этом очень милые. Я видела фотографии, на которых они крадут вещи людей. С тобой такое случилось? Удивительно, но нет. Я позаботился о том, чтобы мои вещи были в безопасности и не кормили их. Это мудрый подход. Важно уважать их естественное поведение. Абсолютно. Мне нравилось наблюдать за ними издалека и ценить их естественную среду обитания. Помимо Тана-Лот и леса обезьян, вы посещали еще какие-нибудь достопримечательности на Бали? Да, я также осмотрел рисовые террасы в Тигалаланге и прекрасные пляжи в Семеняке. Рисовые террасы, должно быть, были потрясающими. Вы сделали какие-нибудь памятные фотографии? Я сделал несколько невероятных снимков пышных зеленых террас и работы местных фермеров. Это замечательно. Приятно, что эти воспоминания запечатлены с помощью фотографии. В самом деле, Буля — это место природной красоты и богатого культурного наследия. Похоже, вы получили полезный опыт. Какие-нибудь другие яркие моменты вашей поездки? Мне также понравилось пробовать местную кухню, особенно традиционные балийские блюда. Балийская кухня известна своими яркими вкусами. Какое-нибудь блюдо вам запомнилось? Баби Гулинг и Наси Горинг были просто восхитительны.
Услышав об этом, я проголодался. Когда-нибудь мне придется попробовать эти блюда. Если представится такая возможность, вам обязательно стоит посетить Быля. Это поистине замечательное место. Я учту это. Спасибо, что поделились со мной своими приключениями на Бали. Добро пожаловать. Мне было приятно. Буля определенно стоит посетить. Урок 7. Путь к здоровому питанию. Привет, Анна, как у тебя диета? Очень важно есть здоровую пищу. Привет, Джон. Было немного сложно, но я стараюсь выбирать лучшие блюда. Приятно это слышать. Какие изменения вы внесли в свои пищевые привычки? Я стала добавлять в пищу больше фруктов и овощей. Отлично. Добавление большего количества растительных продуктов может улучшить общее состояние здоровья. Да, я заметила, что чувствую себя более энергичной, когда ем питательную пищу. Абсолютно. Удивительно, как диета влияет на уровень энергии и самочувствия. Я согласен. Я также стараюсь сократить потребление обработанных и сладких продуктов. Это разумный шаг. Обработанные пищевые продукты часто содержат большое количество вредных жиров и добавок. Да, я читала этикетки на продуктах питания и избегала продуктов с длинными списками ингредиентов. Чтение этикеток– хорошая привычка. Это помогает вам принимать обоснованные решения в отношении того, что вы потребляете. Определенно. Я также внимательно следила за размерами порций, чтобы избежать переедания. Ключевым фактором является контроль порций. Важно прислушиваться к сигналам нашего тела о голоде и сытости. Абсолютно. Я стараюсь питаться внимательнее и наслаждаться каждым кусочком. Осознанное питание поможет нам оценить вкус и текстуру пищи. Для меня это изменило правила игры. Я чувствую себя более сытым после еды. Приятно это слышать. Вы открыли для себя новые полезные рецепты. Да, я экспериментировала с разными комбинациями салатов и домашних смузи. Это просто фантастика. Приготовление собственных блюд позволяет вам контролировать ингредиенты. В самом деле. Кроме того, на кухне интересно проявлять творческий подход и пробовать новые вкусы. Не могу не согласиться с этим. Приготовление пищи может быть полезным и приятным занятием. Кроме того, я пью больше воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания. Гидратация необходима для общего состояния здоровья. Здорово, что вы уделяете этому приоритетное внимание. Спасибо. Мне кажется, что эти небольшие изменения имеют большое значение. Безусловно, они есть. Последовательность играет ключевую роль в поддержании здорового питания. Я буду помнить об этом и буду продолжать свой путь к здоровому питанию. Не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха. Ваша решимость достойна восхищения. Спасибо за поддержку. Для меня это очень много значит. Добро пожаловать. Помните, я здесь для того, чтобы поддерживать вас на каждом шагу.
Это очень любезно с вашей стороны. Я ценю вашу поддержку и дружбу. Мне очень приятно. Вместе мы сможем достичь наших целей в области здравоохранения. Урок 8. Уход за деликатными предметами. Привет, Анна. Ты знаешь, как правильно стирать деликатные вещи? Привет, Джон. Да, я могу помочь вам в этом. Что тебе нужно постирать? У меня есть несколько нежных рубашек и кружевное платье, которые требуют особого ухода. Деликатные вещи лучше стирать вручную или использовать щадящий режим на стиральной машине. Понял. Должен ли я использовать горячую, теплую или холодную воду для этих предметов? Безопаснее всего использовать холодную воду, чтобы предотвратить усадку или повреждение ткани. В этом есть смысл. А как же моющие средства? Есть ли какой-то конкретный тип, который мне следует использовать? Да, вам следует использовать мягкое моющее средство, специально разработанное для деликатных тканей. Хорошо, я поищу одну из них. Сколько моющего средства мне следует использовать? Используйте небольшое количество моющего средства, примерно вдвое меньше, чем обычно при обычной нагрузке. Отмечено. А как насчет времени стирки? Должен ли я дать им впитаться? Деликатные вещи лучше стирать в течение более короткого времени, чтобы избежать чрезмерного перемешивания. Достаточно бережной и непродолжительной стирки. Понятно. Нужно ли чистить или тереть ткань во время стирки? Нет, избегайте резкой чистки или трения. Вместо этого осторожно промойте предметы в воде, чтобы очистить их. С этим я буду осторожен. Каков следующий шаг после стирки? После стирки тщательно промойте вещи холодной водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Должен ли я выжать воду из деликатных предметов? Нет, избегайте отжима, так как это может растянуть или повредить ткань. Осторожно отожмите лишнюю воду. Хорошо, я буду осторожен. Как сушить деликатные вещи? Положите их на чистое полотенце и при необходимости измените их первоначальную форму. Должен ли я сушить их на воздухе или использовать сушилку? Лучше всего сушить деликатные вещи на воздухе, чтобы предотвратить тепловое повреждение. По возможности избегайте использования Я найду сушилки. подходящее место для сушки на воздухе. Есть ли что-то еще, что мне следует иметь в виду? Да, всегда проверяйте этикетку по уходу за изделием на предмет наличия конкретных инструкций или ограничений. Это хорошее напоминание. Я обязательно буду следовать инструкциям по уходу. Спасибо. Добро пожаловать! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их. Я здесь, чтобы помочь. Я ценю вашу помощь. Я дам вам знать, если мне понадобятся дополнительные рекомендации. Спасибо. Урок 9. Влияние фэншуй. Привет, Анна, вы слышали о фэншуй? Это положительно повлияло на мою жизнь. Привет. Да, я знаком с фэншуй. Удивительно, как оно может влиять на наше окружение. Абсолютно.
Я внесла некоторые изменения в свой дом, основываясь на принципах фэн-шуй. Это интересно. Какие изменения вы внесли? Я переставила мебель в своей гостиной, чтобы создать более гармоничный поток энергии. Ах, значит, вы сосредоточились на расстановке мебели. Вы заметили разницу. Да, мне кажется, что энергия в комнате теперь более сбалансирована и спокойна. Это замечательно. Фэншуй направлен на создание гармоничной среды для улучшения самочувствия. Именно так. Я также добавила несколько растений, чтобы зарядить позитивной энергией и улучшить качество воздуха. Растения действительно могут улучшить атмосферу и создать более здоровую среду в помещении. Конечно, они верят. Я заметил разницу в общей атмосфере моего дома. Помимо мебели и растений, есть ли другие элементы фэншуй, которые вы добавили? Да, я позаботился о том, чтобы убрать беспорядок и организовать свое пространство так, чтобы обеспечить лучший поток энергии. Убирать беспорядок – распространенная рекомендация в фэншуй. Это помогает создать ощущение спокойствия. Это действительно так. После внедрения этих изменений я чувствую себя более комфортно и не огорчаюсь. Приятно это слышать. Удивительно, как окружающая среда влияет на наше самочувствие. Абсолютно. Фэншуй заставил меня лучше понять важность сбалансированной среды. Осведомленность играет ключевую роль. Она позволяет нам принимать осознанные решения по улучшению нашей повседневной жизни. Не могу не согласиться с этим. Фэншуй стал ценным инструментом для личностного роста. Здорово, что вы нашли что-то, что находит отклик у вас и приносит позитивные изменения. Я благодарна за то, что узнала о фэншуй. Это изменило мою жизнь к лучшему. Благодарность – это прекрасное мышление, которое нужно развивать. Оно привносит в нашу жизнь больше позитива. В самом деле, теперь я внимательнее отношусь к энергии, которой я себя окружаю. Это мощное изменение. Это может повлиять на различные аспекты вашей жизни. Абсолютно. Это вдохновило меня на поиск других способов создания гармоничного образа жизни. Это просто фантастика. Непрерывный поиск баланса и гармонии – это путешествие на всю жизнь. Безусловно, так оно и есть. Я очень рад продолжать учиться и развиваться в этом аспекте. Получение новых знаний и опыта – прекрасный образ жизни. Так держать. Спасибо. Я ценю вашу поддержку и поддержку в этом путешествии. Добро пожаловать! Помните, я здесь, если вы когда-нибудь захотите обсудить фэншуй или что-то еще. Я так и сделаю. Спасибо. Ваша дружба и понимание очень много значат для меня. Урок 10. Упражнения, наполняющие энергией. Привет, Анна. У тебя есть режим упражнений. Я стараюсь уделять упражнениям около часа в день. Привет, Джон. Да, я верю в важность регулярных физических упражнений. Какие занятия вам нравятся?
Мне нравится все смешивать. Иногда я бегаю, а иногда занимаюсь силовыми тренировками или йогой. Отлично! Разнообразие помогает сохранять интерес к занятиям и нацелено на разные сферы фитнеса. Абсолютно. Это также избавляет меня от скуки и помогает мне сохранять мотивацию. Я согласен. Как вы обычно начинаете тренировку? Я начинаю с разминки, чтобы подготовить тело к предстоящей тренировке. Разогрев имеет решающее значение для предотвращения травм. Какие упражнения вы включаете в разминку? Обычно я начинаю с легких кардиотренировок, таких как прыжки с трамплина или бег трусцой на месте. Это хороший способ увеличить частоту сердечных сокращений и увеличить кровоток. Да, это помогает расслабить мышцы и суставы, прежде чем переходить к более интенсивным упражнениям. На каких упражнениях вы сосредотачиваетесь после разминки? Это зависит от дня. В дни кардиотренировок я бегаю или пользуюсь эллиптическим тренажером. Кардиотренировки отлично подходят для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и выносливости. Уверены, что да. В дни силовых тренировок я сосредотачиваюсь на разных группах мышц с помощью весов или полос сопротивления. Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, повысить метаболизм и улучшить общую силу. Именно так. А в дни йоги я работаю над гибкостью, равновесием и внутренним спокойствием. Йога – прекрасная практика как для физического, так и для психического благополучия. Это действительно так. Я считаю, что это помогает мне расслабиться и снять стресс. Это большое преимущество йоги. Делаете ли вы какие-либо упражнения для восстановления сил после тренировок? Да, я всегда нахожу время на охлаждение. Я делаю растяжку и глубоко дышу, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. Упражнения на охлаждение необходимы для постепенного возвращения тела в состояние покоя. Я заметил, что это также помогает уменьшить мышечную боль и скованность. Абсолютно. Также важно заботиться о своем теле после тренировки. Не могу не согласиться с этим. Гидратация также важна во время тренировок. Я всегда стараюсь пить много воды. Поддержание гидратации жизненно важно для оптимальной работоспособности и общего состояния здоровья. Определенно. Удивительно, как физические упражнения могут оказывать такое положительное влияние на наше физическое и психическое благополучие. Это действительно так. Регулярные физические упражнения заряжают энергией, улучшают настроение и улучшают общее качество жизни. Я чувствую себя более энергичным и сосредоточенным после того, как включил физические упражнения в свой распорядок дня. Приятно это слышать. Продолжайте в том же духе. Твоя преданность делу вдохновляет. Спасибо. Я ценю вашу поддержку и поддержку. Это очень много значит. Добро пожаловать! Мы здесь для того, чтобы поддержать друг друга на пути к улучшению здоровья. Абсолютно. Давайте и дальше будем ставить во главу угла наше благополучие и вдохновлять других. Согласовано. Вместе мы можем оказать положительное влияние на себя и окружающих.
В этом и заключается дух. Спасибо. Давайте продолжим двигаться и процветать вместе. Урок 11. Привлечение к самосознанию. Привет, Анна. Я размышлял о личностном росте. Вам не кажется, что важно иметь самосознание и желание расти? Привет. Совершенно верно. Самосознание и открытость к росту – это разумный подход к жизни. Это позволяет нам осознать свои сильные и слабые стороны и работать над тем, чтобы стать лучшей версией самих себя. Не могу не согласиться с этим. Самосознание помогает нам понять свои эмоции и реакции на различные ситуации. Да, это дает нам возможность принимать осознанные решения и реагировать более осознанно. Это правда. Осознав свои паттерны и модели поведения, мы можем активно работать над их улучшением. Именно так. Это все равно, что составить дорожную карту по личному развитию и непрерывному обучению. Самосознание также помогает нам строить лучшие отношения с другими. Мы можем сопереживать и эффективно общаться. Абсолютно. Понимание самих себя позволяет нам понимать других и общаться с ними на более глубоком уровне. Это способствует сочувствию и состраданию, положительно влияя на наши взаимодействия и связи. Я обнаружил, что применение техник саморефлексии и внимательности помогло мне лучше осознать себя. Приятно это слышать. Какие конкретные методы вы сочли полезными? Ведение дневника изменило мои правила игры. Это помогает мне обработать свои мысли и эмоции. Ведение дневника – мощный инструмент для саморефлексии. Это позволяет нам свободно выражать свои мысли и получать информацию. В самом деле, я также занимаюсь медитацией, чтобы развить в себе чувство присутствия и наблюдать за своими мыслями и чувствами. Медитация – это фантастическая практика. Она помогает успокоить ум и повысить самосознание. Я также начала искать отзывы от доверенных друзей и наставников. Это открывает ценные перспективы. Обратная связь – ценный подарок. Она помогает нам увидеть слабые места и области, в которых мы можем совершенствоваться. Абсолютно. Нужна смелость искать обратную связь и готовность учиться и развиваться на ее основе. Принятие на себя ответственности за наш путь роста расширяет возможности. Это свидетельствует о приверженности и преданности делу. Это путешествие длиною в жизнь, не так ли? Всегда есть возможности для роста и самосовершенствования. Абсолютно. Мы постоянно развиваемся, и участие в этом процессе необходимо для личного развития. Я благодарна за возможность учиться и расти. Для меня большая честь идти по этому пути. Благодарность – прекрасное мышление, которое нужно развивать. Она привносит в нашу жизнь позитив и признательность. Я согласен. Благодарность помогает нам не останавливаться на достигнутом и ценить настоящий момент. Было замечательно обсудить с вами самосознание и личностный рост. Точно так же. Эти беседы вдохновляют и побуждают меня продолжать расти. В этом и заключается дух. Давайте продолжим развивать самосознание и поддерживать друг друга в этом путешествии.
Абсолютно. Нас ждет целая жизнь, чтобы учиться, расти и становиться лучшими версиями самих себя. Урок 12. Изучение инструментов самопознания. Привет, Анна. Я искала инструменты, которые помогут в самопознании. Скоро я их проверю. Привет, Джон. Это замечательно. Изучение инструментов самопознания может стать увлекательным путешествием. Абсолютно. Мне не терпится найти ресурсы, которые помогут мне лучше понять себя. Это отличный способ получить представление и раскрыть новые аспекты вашей личности и интересов. Я слышала о приложении под названием Intercom. Вы об этом слышали? Да, я знаком с Интеркомом. Это платформа, которая предлагает различные инструменты и ресурсы для самооценки. Звучит многообещающе. Мне не терпится попробовать и узнать, что я смогу узнать о себе. Это отличный способ глубже изучить свои сильные стороны, ценности и области роста. Это именно то, к чему я стремлюсь. Понимание моих сильных сторон поможет мне принимать более правильные решения. Абсолютно. Определив свои сильные стороны, вы сможете соответствующим образом согласовать свои цели и действия. В этом и заключается цель. Я хочу использовать свои сильные стороны, чтобы вести более полноценную и целенаправленную жизнь. Это разумный подход. Самопознание поможет вам выбрать путь, соответствующий тому, кем вы являетесь. Важно жить подлинно, не так ли? В этом мне поможет лучшее самопознание. Определенно. Когда вы глубже поймете себя, вы сможете принимать решения, соответствующие вашим ценностям. Это правда. Мне также не терпится открыть для себя новые интересы и увлечения. Самопознание может открыть двери для новых увлечений и занятий, о которых вы, возможно, раньше не думали. На это я и надеюсь. Я хочу продолжать расти и расширять свой кругозор. Это прекрасное путешествие. Стремление к самопознанию способствует постоянному личностному росту. Не могу не согласиться с этим. Всегда можно узнать что-то новое о себе и об окружающем мире. Абсолютно. Самопознание – это процесс, продолжающийся всю жизнь, который заставляет нас быть любопытными и вовлеченными в жизнь. Я благодарна за возможность начать этот путь самопознания. Благодарность – это прекрасное мышление, которое нужно развивать. Она привносит в нашу жизнь позитив и признательность. Я согласен. Было здорово обсудить с вами самопознание и личностный рост. Точно так же. Эти беседы также вдохновляют и вдохновляют меня. Спасибо, что поделились. Добро пожаловать. Давайте продолжим исследовать и открывать себя шаг за шагом. Урок 13. Эффективная коммуникация. Привет, Анна. Вы заметили, насколько важно общение в нашей повседневной жизни? Привет, Джон. Совершенно верно. Общение играет важную роль в нашем личном и профессиональном общении.
Изначально в нашем проекте отсутствовала коммуникация, но со временем нам удалось улучшить ее. Это обычная проблема. Четкое и регулярное общение имеет решающее значение для успешного сотрудничества. Именно так. Мы поняли, что регулярные объявления и обновления помогают держать всех в курсе событий. Регулярные объявления обеспечивают прозрачность и позволяют всем быть в курсе событий. Это также помогает предотвратить недоразумения и позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы. Это правда. Открытая коммуникация позволяет своевременно решать проблемы и упрощать рабочий процесс. Мы также осознали важность активного слушания во время встреч и дискуссий. Ключевое значение имеет активное слушание. Это проявление уважения и помогает нам понять разные точки зрения. Это способствует развитию эмпатии и созданию благоприятной и инклюзивной среды. Абсолютно. Если мы внимательно слушаем, мы можем эффективно реагировать и строить более прочные отношения. Мы также обнаружили ценность невербальных коммуникативных сигналов, таких как язык тела и мимика. Невербальные сигналы могут передавать эмоции и намерения, улучшая общее понимание сообщения. Удивительно, как много информации можно передать с помощью невербального общения. В самом деле, важно помнить о своих невербальных сигналах и правильно интерпретировать их другими. Мы также осознали важность обратной связи для повышения эффективности коммуникации. Обратная связь необходима для роста. Это помогает нам понять, как воспринимается наше общение и внести необходимые коррективы. Конструктивная обратная связь позволяет нам усовершенствовать свои коммуникативные навыки и стать лучшими коммуникаторами. Это правда. Важно давать отзывы уважительно и конструктивно. Мы также обнаружили способность задавать уточняющие вопросы для обеспечения понимания. Задавание вопросов помогает прояснить любые неопределенности и обеспечить точное получение сообщения. Этот навык стоит практиковать. Правильные вопросы могут привести к содержательным разговорам. Абсолютно. Это свидетельствует об активном интересе к разговору и способствует более глубокому взаимодействию. Эффективная коммуникация — это непрерывный процесс обучения, но вознаграждение того стоит. Определенно. Это укрепляет отношения, сводит к минимуму конфликты и создает позитивную рабочую и социальную среду. Я благодарна за уроки, которые мы извлекли из общения. Они оказали значительное влияние. Урок 14. Переговоры о заключении сделки. Привет, Анна. Я почитал цифры и думаю, что мы заключили сделку на $475. Привет, Джон. Звучит многообещающе. Давайте рассмотрим детали и посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения. Первоначальная цена составляла $500, но, учитывая ваши требования, я считаю, что 475 – это справедливо. Я ценю ваше внимание. Позвольте мне оценить предложение и посмотреть, сможем ли мы пойти навстречу. Не торопитесь. Я понимаю важность поиска взаимовыгодного решения.
После тщательной оценки я полагаю, что мы можем предложить встречное предложение в размере $485. Это разумное встречное предложение. Позвольте мне немного подумать об этом. Конечно. Я понимаю необходимость тщательного изучения предложения. После тщательного рассмотрения я готов встретиться с вами за $480. Это мое последнее предложение. Я ценю твою готовность к переговорам. Дайте мне немного подумать об этом. Не торопитесь. Я понимаю, как важно принимать взвешенное решение. После тщательного обдумывания я готов принять ваше окончательное предложение в размере $480. Приятно это слышать. Думаю, мы достигли справедливого соглашения. Я согласен. Важно найти баланс, удовлетворяющий обе стороны. Абсолютно. Я рад, что нам удалось договориться и найти золотую середину. Я тоже. Это свидетельство эффективного общения и компромисса. В самом деле, было приятно с вами вести переговоры. Уверен, что это партнерство будет успешным. Точно так же. Я с нетерпением жду совместной работы и достижения наших общих целей. Отлично. Давайте приступим к оформлению необходимых документов и завершим сделку. Согласовано. Мы позаботимся о том, чтобы все детали были надлежащим образом задокументированы для ясности и подотчетности. Спасибо. Я ценю ваш профессионализм на протяжении всего переговорного процесса. Урок 15. Баланс между работой и личной жизнью. Привет, Анна. В последнее время меня переполняет работа. Есть ли у вас какие-либо советы по достижению лучшего баланса между работой и личной жизнью? Привет, Джон. Да, найти баланс может быть непросто. Одна из стратегий заключается в том, чтобы расставить приоритеты в своих задачах и установить для себя реалистичные ожидания. В этом есть смысл. Мне часто приходится брать на себя слишком много дел одновременно. Важно помнить, что нельзя делать все сразу. Разбейте задачи на управляемые части и сосредоточьтесь на чем-то одном за раз. Это хороший подход. Думаю, мне также нужно улучшить свои навыки управления временем. Управление временем имеет решающее значение. Рассмотрите возможность использования инструментов управления проектами для организации задач и сроков. Отличное предложение. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по инструментам управления проектами? Да, есть несколько популярных вариантов. Trello, Rsynr и Monday.com – удобные и эффективные инструменты. Я рассмотрю их. Визуальное представление моих задач и сроков определенно поможет. Абсолютно. Это помогает вам организоваться и позволяет эффективно расставлять приоритеты в работе. Помимо работы, я также хочу уделять время хобби и личным занятиям. Какие-нибудь советы по этому поводу? Запланируйте время, отведенное для занятий, которые вам нравятся. Относитесь к ним как к важным встречам для себя. Мне нравится эта идея. Когда работа берет верх, легко пренебрегать личным временем.
Помните, что забота о себе и увлечение хобби на самом деле могут повысить вашу общую производительность. Вы правы. Важно зарядиться энергией и получать радость вне работы. Абсолютно. Это помогает предотвратить выгорание и сохраняет мотивацию. Я ценю ваши идеи. Я начну реализовывать эти стратегии для улучшения баланса между работой и личной жизнью. Я рада, что смогла помочь. Помните, что поиск баланса– это непрерывный процесс, поэтому наберитесь терпения. Я так и сделаю. Мы должны обеспечить более здоровый баланс между работой и личной жизнью для нас обоих.